Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PrestaShop в AMO CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PrestaShop в другие системы. Например, в AMO CRM ввести учет новых заказов из PrestaShop в виде сделок, удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PrestaShop. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт PrestaShop к системе Apex Drive. Необходимо указать вашу версию PrestaShop, доменное имя, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в личный кабинет PrestaShop и в разделе «Расширенные параметры веб-службы» сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для данной системы настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действие, например, отправка сделок. На этом этапе необходимо подключить ваш AMO CRM аккаунт к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее вам необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на новую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в AMO CRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в AMO CRM». Перейдите в ваш личный кабинет AMO CRM. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление.
Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!